Это четвертый форум, который мы проводим без Егора Тимуровича. На самом деле мы замышляли форум такого рода на январь 2010 года. Мы готовили его с ним, и когда он в декабре, за месяц до форума, умер, вот стихийно сложилось, что его назвали именем Гайдара. Тогда мы думали, что вот это один форум будет посвящен памяти Гайдара, но название прижилось, и сейчас это бренд. Это бренд Гайдар форум, форум памяти Егора Тимуровича Гайдара. Особенность этого форума, это прежде всего форум экспертов. Форум политиков, которые интересуются экспертизой, форум экспертов, которые консультируют политиков, форум ученых, которые занимаются практическими прикладными вопросами. Сегодня весь мир обсуждает ситуацию в мировой экономике, ситуацию в финансах, ищет рецепты выхода на траекторию из рецессии, на траекторию стабилизации и экономического роста, ищет пути привлечения инвестиций, которые в последнее время в мировой экономике очень сильно сжались, и необходимо сделать ресурсы сегодня есть, сделать их, использовать их для вложений в экономику, с тем, чтобы стимулировать и инвестиционный спрос, стимулировать развитие экономики, мировой экономики. Безусловно, мне кажется, основной урок – это то, что жить как в долг неверно и опасно. Потому что если раньше, некоторое время, несколько лет всего назад нас уверяли о том, что да что такое там 60% ВВП государственный долг, и, может быть и 50, и 70, ничего страшного, все страны живут в долг, давайте, это применительно к Российской Федерации, давайте тоже наращивать дефициты бюджета, у нас совершенно невеликий, небольшой долг, всего 11% ВВП, почему-то мы все время проводим профицитную политику, давайте посмотрим, как живет весь мир. Оказалось, что все не так все просто, потому что даже ряд стран, которые до кризиса имели долги 0,25% ВВП, после кризиса, мы видим, имеют 70-80 под 100%. То есть речь идет о чем? О том, что все это достаточно очень сильно уязвимо. И что такое долг? Это обеспечение тех обязательств, которые государство набрало за последние годы, и их финансирование через заимствование. Правильно? Очень резко в условиях кризиса, в условиях спада производства, когда сокращаются доходы, когда съеживаются источники финансирования дефицита бюджета, обеспечить такой объем расходных обязательств очень непросто. И мы видим, что целый ряд правительств государств не собирались и не идут на сокращение своих расходов, потому что бюджеты действительно становятся все больше и больше социальные. Сокращать расходы в этой части очень непросто, потому что это нужно иметь достаточно сильную политическую волю, авторитет среди населения. Мы видим, что целый ряд стран пошли на смягчение бюджетной политики, смягчение денежной кредитной политики. В результате долг растет, в результате дефициты растут, и выхода из этой ситуации найти очень сложно. Поэтому тезис первый, урок кризиса – жить в долг, как это было, на наш взгляд, неправильно нельзя. Второй вывод – это необходимость, конечно, финансового регулирования. Одним из условий кризиса стало то, что большое количество финансовых инструментов, деривативов, которые не было регулировано, не была создана система отслеживания тех производных обязательств, которые выпускались компаниями, которые не были обеспечены реальными активами. Так вот, вопрос финансового регулирования не только в одной стране, но и, может быть, шире посмотреть, именно глобальное финансовое регулирование, выявление тех опасностей, которые таятся в той или иной стране, вот эта задача, как раз, которая стоит перед сегодняшними финансистами. Поэтому вопрос, который обсуждается в международных финансовых организациях, в Международном валютном фонде, на двадцатке, это, конечно, вопросы усиления финансового регулирования и проведения именно такого мирового финансового регулирования, отслеживания финансовых процессов в мировом масштабе. Следующий вывод, который
которые можно сделать, это применительно к России особенно, что необходимо иметь определенный запас прочности. Особенно для тех стран, которые действительно зависят от внешнеэкономической конъюнктуры, зависят от каких-то монопроизводств и так далее. Поэтому мы действительно смогли пройти период кризиса только благодаря тому, что мы накопили достаточно большой объем резервов стабилизационного фонда, резервного фонда, фонда национального благосостояния. Вот Сергей Леонидович как раз проводил такую политику, которая зачастую критиковалась целым рядом экономистов, экспертов, но, как показал кризис, абсолютно правильно. Поэтому вопрос о наличии такого рода стабилизационных ресурсов, резервов, на наш взгляд, он абсолютно правильно ложится в тему уроки глобального кризиса. Что такое кризис? Кризис – это результат предшествующего развития, которое оказалось очень успешным и очень хорошим. Это результат накопления тех самых дисбалансов, о которых вот сейчас спросил Алексей Кудрин. Глобальные дисбалансы. Что это такое? Обычно говорят, что это дисбаланс между накоплением на одном полюсе потребления, на другом полюсе сбережения. Откуда взялся этот дисбаланс? От того, что есть разноскоростная глобальная экономика. Есть регионы с большей скоростью развития, есть регионы с меньшей скоростью развития. То есть, как мне кажется, корень проблемы – это феномен догоняющего развития. Группа государств, которая в течение долгого времени оставалась в категории развивающиеся, underdeveloped economies, значит, восприняла вызов и стали развиваться ускоренными темпами. За счет чего можно развиваться ускоренными темпами? Нельзя развиваться за счет внутреннего спроса, потому что он ограничен. За счет инвестиционного спроса также нельзя, потому что нет инвестиционных проектов и тоже нет ресурсов. Единственный источник развития быстрого – это чистый экспорт. Это массированный рост положительного сальдо торгового баланса. Вообще говоря, нам это отлично известно из наших собственных 20-х годов, когда массированный экспорт под лозунгом «не доедим, но вывезем». Это означало ориентация не на внутренний рынок, а ориентация на глобальный спрос, на чистый экспорт. Сейчас мы это видим в большинстве регионов догоняющего развития. Видели, точнее говоря, можно сказать. Поэтому в странах развитых экономик ускоренное развитие потребления, опираясь еще на дезинфляционные тенденции, которые внесли низкие издержки производства в странах быстрого развития, а в странах быстрого развития большие сбережения, высокая норма сбережений и необходимость инвестирования. Отсюда возникают мощные трансграничные капиталопотоки. Происходит ускорение импорта и экспорта капитала. Вообще говоря, я хочу коснуться сейчас во многом этой темы, трансграничного движения капитала. Хочу сказать, что у нас она во многом, конечно, политизировано и идеологизировано. Мы очень сильно ориентированы на простую цифру, чистый отток или приток частного иностранного капитала. Эта простая цифра говорит о многом и говорит ни о чем. Как любой интегральный показатель, он слишком сложен для того, чтобы каждый раз использовать его для объяснения нашей экономической действительности. Вообще говоря, я-то предпочел бы использовать термины экспорт-импорт. Экспорт капитала, импорт капитала. И в этом смысле я, как человек, который получил марксистское экономическое образование, хорошо помню работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», где он указывал нам, что в период империализма вывоз капитала, в отличие от вывоза товара, начинает приобретать главенствующее значение. Почему же мы так рады, когда растет товарооборот, когда растет экспорт товара, и так негодуем, когда растет экспорт капитала? Но есть простое политическое объяснение. Экспорт товара – это создание новых рабочих мест в стране, это увеличение в стране налоговой базы, значит, увеличение благосостояния. Экспорт капитала – это увеличение благосостояния в иных странах, что ни в коем случае не входит в задачи политической элиты данной страны. Сегодня на наших глазах в мировой экономике происходят значительные изменения. И технологические, и социальные, и интеллектуальные, и, конечно, мировоззренческие. Это серьезный вызов. С одной стороны, любому правительству сегодня надо поддерживать социальную и политическую стабильность. Мы это должны понимать. Это должны понимать все. Мы обязаны сдерживать безработицу. Что, кстати сказать, нам пока
неплохо удается. С другой стороны, мы обязаны стимулировать модернизацию экономики и структурные реформы. Эти подходы не просто сочетать, особенно на уровне практической политики, можете мне поверить. Здесь очень многое зависит от способности власти адекватно воспринимать вызовы времени и отвечать на эти вызовы. В конечном счете, от эффективности экономических и политических институтов, от их гибкости и в то же время от их устойчивости. Какими в конечном счете будут посткризисные конфигурации, мы не знаем. Обсуждение идет, будущие позиции отдельных стран, отдельных регионов, соотношение сил обсуждают, используя самые разные термины, включая термин «большая двойка» или «чимерика». Этот термин был предложен господину Фергюсону. Возможно, и другие сочетания. В любом случае, для нас, во всяком случае, для моего понимания, предпочтительнее является понятие единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантического до Тихого океана. Также для меня очевидно положительные перспективы альянса БРИКС. Но мы не закрыты ни для каких процессов. Важно, что у России есть возможности стать одним из ключевых связующих звеньев глобальных интеграционных процессов. Сегодня целый ряд дилемм таких уже прозвучали на нашем форуме Гайдаровском. Это здесь был представлен очень серьезный круг мировых специалистов, имеющих разные позиции, кстати, обращаю внимание. И вот начали увеличивать или увеличивать фискальные стимулы, несмотря на высокий долг. Или наоборот, их сокращать с учетом того, что долг высокий. Какая сохранится социальная политика, сохранится ли социальная политика этих государств и высокие социальные расходы европейских государств в условиях таких мировых ограничений. Сможет ли, например, Китай стать, будет ли он укреплять свою национальную валюту или нет. Вот эти все дилеммы, они будут обсуждаться. И в результате, я думаю, что будет постепенно формироваться то общественное, экспертное мнение, которое повлияет существенно на выбор пути, в том числе международной финансовой организации, большой двадцатки, отношение к Европейскому Союзу и его проблемам. Так что это будет серьезная площадка для дискуссии. Что-то, может быть, новое из идей появится.